Привет-привет! Это 23 марта, и гнездо уже готово. А это 25 марта. После 2 дней сильных дождей река вышла из берегов и затопила гнездо. И что теперь? А 27 марта вода ушла, а гнездо в целости и сохранности стоит. 28 марта лебедь уже в гнезде, а если там яйцо, нам не показывают. — 29 марта. Гнездо еще пустое. — 1 апреля. В этот день у нас шел снег. Аж целых 40 минут. Первый раз за зиму. Честно сказать, я как-то за них волнуюсь в этом году. Что-то они запозднились с детками. И так прошла неделя. Мы приходили каждый день. Лебедь был на месте, но не показывал, что у него в гнезде. И, наконец, настал тот день, когда и мы узнали, сколько за это время там яиц. И в этом году произошла еще одна странная вещь. Каждый год один лебедь в гнезде, второй где-то рядом. А в этом году один в гнезде, а второго и не видно. Вместе они были только в самом начале. Я уже стала волноваться, не случилось ли что-нибудь с другим. По моему мнению, гнездо уже готово. А нет, видите, он еще собирает веточки и достраивает гнездо. Это величественное и красивое животное хорошо известно своей грациозностью и довольно мирным видом. Лебедь, которого часто можно увидеть скользящим по озерам, уже давно олицетворяет элегантность и утонченность. Лебеди – одни из самых крупных летающих птиц. У них есть способность плавать и летать с невероятной скоростью и ловкостью. У лебедей даже есть свое созвездие. Чиньюс – это латинское слово, означающее «лебедь». Это хорошо видимое созвездие, также известное как Северный Крест. В греческой мифологии созвездие представляет собой Орфея, который после смерти превратился в лебедя рядом со своей лирой в созвездии Лиры. Они могут спать как на суше, так и в воде. У них есть возможность спать стоя на одной ноге или плавая в воде. Откладывание яиц у лебедя может занять 2-3 недели. Он может сидеть на них 6 недель или дольше, пока они не вылупятся. Лебеди высиживают до 10 яиц за один раз. Все лебеди-щепуны в Англии и Уэльсе принадлежат королеве Англии. В дикой природе лебеди могут жить более 20 лет. Примерно в возрасте от 2 до 4 лет лебеди выбирают себе пару, с которой они обычно остаются на всю оставшуюся жизнь. Однако в некоторых случаях они выберут нового партнера, если их партнер умер или если им не удастся размножаться. Лебеди могут летать со скоростью до 96,5 км в час.
Еще они очень умны и помнят, кто к ним был добр, а кто нет. Существует 6 различных видов лебедей. В теле лебедя более 25 тысяч перьев. Уже май, а наш лебедь так красиво и трогательно все еще высиживает потомство. И как вы сами могли увидеть, и днем, и ночью лебедь один, второго поблизости нет. Лебединые яйца вылупляются от 35 до 42 дней. Сегодня сюрприз для нас. Лебедь встал, а там уже 6 яиц. Мне сначала показалось, что их 7, но, посмотря видео, я поняла, что ошибалась. Восьмое мая. Что-то опять пошло не так. Лебедь не в гнезде, яиц намного меньше, или она их спрятала в пух, или что-то случилось. 9 мая. Все в порядке. У лебедя уже детки, и их 6. И второй лебедь тоже появился. Так что в этой семье все нормально и все хорошо. Я немного помолчу, а вы полюбуйтесь на эту красоту. Это уже 10 мая, и семью мы встретили плавающими в реке.
Пара лебедей будет яростно охранять своих деток от хищников или любого животного, которое, по его мнению, представляет угрозу. А детки будут с родителями как минимум 6 месяцев. Молодой лебедь обычно живет как часть стаи, пока ему не исполнится около 4 лет, и он не будет считаться взрослым. Затем он ищет себе пару, чаще всего из стаи, в которой он живет, и вместе с ним отправляется на поиски собственной территории для спаривания. Все, молчу, любуйтесь этой красотой.
Из-за своего большого размера у лебедей в дикой природе мало естественных хищников. Главный хищник лебедя – это человек, который охотится на лебедя из-за его мяса и перьев. Другие хищники лебедя, включая волков, енотов и лисиц, они охотятся как на самого лебедя, так и на его яйца. Люди в Англии лебедей не трогают, и они их не боятся. Завтра или послезавтра эта семья уже покинет гнездо и будет жить на озере. На сегодня все. Пока-пока. Хорошего вам дня. Скоро увидимся. Уже в другом, но не менее интересном месте.